Расскажите, пожалуйста, про эпоху, в которой мы живем, почему так много агрессии в мире. Я лишь такое направление задам. С 2018 года, с Нового года, очень много чего изменилось на планете. И в двух словах можно сказать, началось то, что вот называется словом апокалипсис. Если вы обратите внимание, каждый день теракт, самолеты падают одним за другим, политики сошли с ума, высылают дипломатов из разных стран. В общем, дискотека началась. Григорий, расскажи про эпоху, в которой мы живем, почему так много агрессии в мире. Что касается агрессии, то давайте начнем с того, что нет глобальных войн. Вот сейчас мы живем в время, когда нет глобальной войны. Я не имею в виду скрытые войны, которые постоянно идет в США, постоянно идет Англия. Ну, и точнее, скажем, даже не они сами, а те паразиты, которыми управляют. То есть те войны, конечно, идут, но сейчас тотальной войны не идет. Сейчас не Первая мировая, не Вторая мировая, да, а Третья мировая, она идет таким тихим цапом. Да, то есть, что касается, что там сбивают самолеты, ну, вспомните, сколько самолетов сбивалось во время Второй мировой войны. Там каждый день десятки, сотни самолетов сбивались, да, и каждый день умирали десятки тысяч человек. Сейчас они, правда, умирают от болезней, от сигарет, от алкоголя, от отравления окружающей природой, от ГМО. Да, то есть сейчас война другим немножко способом идет. Но во время реальной войны их убивает еще больше. Намного больше, когда там за 5 лет население страны может упасть там чуть ли там, на треть, например. Да. Почему это происходит? Потому что на Земле идет война, да, между паразитизмом, да, и, например, представителями расы. С неграми никто, например, не воюет. Какой смысл с ними воевать? Их можно уничтожить и так. То есть, например, и на самом деле, если паразиты захотели бы уничтожить бы негров, они бы их уничтожили бы. То есть никто бы даже особенно не возмущался на эту тему. Просто они бы исчезли как народ, причем достаточно быстро. Но негры нужны. Это они инструмент для решения их вопросов. То есть их специально создали ради этого, да, и сейчас специально для этого используют. Почему это происходит? Потому что война идет, да, на уровне войны всегда есть страдания, есть уничтожение, и задача вообще политических сил увеличить страдания ровно настолько, чтобы для человека не было сил бороться за свои духовно-нравственные ценности и формировать мир по этим принципам. Он только боролся за выживание. Это один из задач ведения войны. Есть другая сторона, например, мы сейчас живем в эпоху разделения. В 2012 году, да, мы перешли из эпохи рыб в эпоху разделения. В эпоху разделения идет обострение войны. Да, если в эпоху рыб просто всех гасили, всех, как говорится, выключали мозги и заставляли друг с другом драться, ну, то сейчас идет война за свободу. Теперь появилась осознанность и понимание людей, что вот они не хотят быть рабами. Да, то есть эти даже процессы в разных странах запустились. Да. Вот даже, например, Исландия, маленькая страна, да, она отбила, скажем так, рабский механизм, да, то есть ее тоже могли превратить сейчас в разоренную страну. То есть как вот так получилось, что эта маленькая страна отбилась? А вот в эпоху разделения многие вещи становятся возможными, да, или дается бонус, дается возможности. Сейчас России сейчас были даны возможности потихонечку выходить из состояния колонии. Россия сейчас она является колонией Соединенных Штатов Америки и Англии, да, и сейчас процесс выхода из колонии начался. Например, в эпоху рыб с этим было сложно. Да. То есть какое-то время мы жили при коммунистах, короткий промежуток времени, да, мы тоже были колонией, но с той разницей, что Сталин на какое-то время закрыл Россию от жесткого влияния. Да, то есть не обошлось для нас и совсем-совсем никак, да, то есть мы жили достаточно бедно, да, но зато нас никто не развращал с окружающей страны. В эпоху разделения появляется реальная возможность тотально изменить мир. И без войны это не обойдется. Паразиты никогда не отдают свою позицию без войны. Да? Они стараются воевать не своими руками, не стараются воевать чужими руками, стравливают людей. Но вот сейчас идет война на освобождение. Поэтому это все и происходит. Самолеты не сами падают. Да? Есть кто-то, кто специально этим занимается. Например, сбить самолет и на кого-то это свалить, без доказательств. Если раньше, например, ну, там в эпоху рыб, например,
творилось зло, да, и там кого-то можно было винить. Сейчас просто в наглую это делается, да, например, вот там отравили Скрипаля, да, свалили на Россию. Почему Россия виновата? А потому что назначено. Доказательств нет, какой-то там где-то есть газ, который якобы, то есть, ну, по любым существующим законам в любой стране так нельзя ставить обвинение. Ну, просто в наглую, просто идет ложь в наглую. Ну, я так сказал, и все. А почему вы там бомбили? А у нас есть секретная информация, что у них есть там вот это. Ну, пошли. Ну, то есть в чистом виде вранье, в чистом виде бандитизм. То есть если он раньше как-то чем-то был прикрыт, как-то оформлен, какие-то были обвинения, что-то сейчас вот в эпоху разделения паразиты будут идти уже на все тяжкие и будут уже откровенно врать, чтобы хоть как-то прикрыть свои действия. То есть и не ждите, что война закончится. Война закончится только тогда, когда у вас будет столько сил, что любое поползновение паразитов будет для них тотальным уничтожением. Тогда война, она практически закончится. Да, то есть и будут работать механизмы, которые будут являться уже не войной, а, скажем так, как вот есть полиция, которая арестовывает паразитов, которые преступников, да, то есть это уже не война, это уже, скажем, социальный механизм блокировки. До того, как у нас наступит золотой век, он должен наступить, будут эти ситуации, будут отбиваться где-то немножко самолеты, будут попытки нападать на какие-то независимые страны типа Сирии, чтобы их там поработить. Они будут. Там под видом какой-нибудь любой тюши, там, под видом там, демократии, там, под видом нарушения прав человека, под видом чего угодно. То есть будут те же самые, этим заниматься будут те же самые силы, что и сейчас, точнее, будут те же, кто этим занимается сейчас, но под управлением тех же сил, что этими занимались. С той разницей, что сейчас люди начинают видеть правду, люди начнут уже узнавать, кто работает, почему работают. То есть те, кто раньше вроде оправдывали паразитов, сейчас будут эти вещи видеть, будут возмущаться. То есть и если паразиты раньше действовали безнаказанно, теперь этих действий и действия по устраиванию войны им будут очень дорого обходиться. То есть и кризис, который, например, был с нашей стороны только, теперь будет с их стороны вырастать. И с каждым днем этот кризис еще будет больше. И каждая, скажем так, новая катастрофа, новый взорванный самолет – это для них еще один шаг к пропасти. Каждое их действие будет еще одним шагом. Причем таким конкретным, от которого уже не спрятаться, не закрыться, не договориться, не откупиться. Но эту эпоху нужно пережить. Если мы живем осознанно и меняем мир, вот, если мы идем навстречу своей свободе, эти вещи прекратятся быстрее.